остановку. Это город Джанкой. Надо еще подождать около часа. Приедет автобус, и следующая остановка будет город Днепропетровск. На улицу холодно, зашел в магазин погреться. Пол 5 утра, приехал в Днепр. Здесь чертовски холодно. Прямого поезда до Львова нет в ближайшее время. Надо будет ехать с пересадкой. Поезд отправляется из Днепра через 6 часов. Погуляю, похожу по городу. Стоп! Что это за женщины? А это не женщины, это бабы. Нет, в Днепропетровске не все бабы такие. А это скифские бабы. Это каменные скульптуры, которые были оставлены кочевыми народами, скифами и половцами. Некоторые из этих скульптур были сделаны еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но большинство из них, конечно, немножко моложе. Им всего лишь по 700, по 600 лет. А вообще Днепропетровск — это 4-й город по размерам в Украине. Здесь проживает более 1 миллиона человек, и посмотреть здесь есть очень много на что. Кроме скифских баб, здесь есть еще детская железная дорога, которую я не снял на видео, Свято-Преображенский кафедральный собор, гигантская статуя Тарасу Григорьевичу Шевченко, река Днепр, синагога. Одно из самых маленьких метро в мире, здесь всего 6 станций. И еще многое другое, что я обязательно вернусь сюда и увижу. Итак, вкратце с Днепропетровском я вас ознакомлю. А теперь расскажу немножечко о себе. Меня зовут Олег, я родился и вырос в Крыму. Я живу в городе Ялта, прямо у моря и гор. Я работаю, и 5 дней в неделю я нахожусь в офисе. А в ноябре 2019 года я просто взял ежегодный отпуск и решил отправиться в путешествие по Европе. Я планировал посетить такие страны, как Украина, Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Словакия. На все это я планировал потратить около 30 дней. Но как можно успеть посмотреть все эти страны за такое маленькое количество времени? Как думаете, вернулся ли я вовремя на работу? Или может я остался жить где-нибудь в Амстердаме или Берлине? В ходе своего путешествия я встретил множество людей. Вне зависимости от того, где человек проживает, в каком городе или стране, я задавал им 2 одинаковых вопроса. Любит ли этот человек путешествовать и почему? А также в чем секрет счастья? Как быть счастливым? О том, что такое счастье, по мнению более чем 40 человек, можно будет узнать в отдельном ролике. О том, почему люди любят путешествовать или почему им это не нравится, вы узнаете из цикла этих фильмов. И возможно, но по крайней мере я очень на это надеюсь, что эти фильмы помогут вам стать немножечко счастливее. А также, возможно, это вдохновит вас на новые путешествия, чтобы не проводить отпуск банально у себя дома на диване перед телевизором, а отправиться куда-нибудь за горизонт. Или не обязательно даже за горизонт, может быть в соседний город или к бабушке. Это тоже путешествие. Главное не сидеть дома и не превращаться во что превращаться? В огурец? Но он же лежит на одном месте, да и не путешествует. Забегая наперед, скажу сразу, что путешествие по Европе не было обычным автобусным туром. То есть я передвигался самостоятельно на автобусах, на поездах, то есть общественным транспортом. Но услугами никаких турагентств или операторов я не пользовался. Маршрут свой планировал я самостоятельно. И билеты на автобусы, на другие виды транспорта я покупал сам. Что посмотреть в городах, какие достопримечательности посетить, также выбирал я сам. Как я это все делал, вы скоро узнаете, досмотрев этот ролик до конца. Какие же вещи я взял с собой в путешествие? В первую очередь со мной был рюкзак. Именно с этим другом я отправился в свое путешествие. Это рюкзак фирмы Tatonka объемом 40 литров. ПЛР для поднятия настроения. Powerbank. Спальный мешок. Вот такая вот удобная ложка-вилка. Карты Uno. Дождевик, которым я ни разу не воспользовался за время путешествия, но протаскал его все время за собой. Блокнот и ручка. Их очень важно взять с собой, батарейка в них никогда не сядет. Вот такое маленькое походное полотенечко. Раскладной ножик, чтобы нарезать колбаску для бутербродов. Маленький рюкзак для прогулки по городу. Ноутбук, музыкальная колоночка, расчесочка. Квадрокоптер. Термос для холодных дней. Зубная паста и щетка. Идите за дорогу. Ну а кроме этого я взял еще водонепроницаемую куртку, джинсы, кроссовки, зимние ботинки, свитер, теплая рубашка, несколько футболок и домашние шорты. Мой рюкзак был заполнен примерно на 2/3, то есть там оставалось еще довольно-таки много свободного места. А остальное место было оставлено специально для сувениров, бутылочки воды или вина.
Но всего за 9 часов доехал до Киева. Кстати, приехал на вокзал, а здесь он был заминирован. Оцепление, куча полицейских. Целый час, собственно, он был окружен, и никого туда не пускали. Сложно себе представить Львов без дождя. Уже второй час подряд, как я гуляю по городу, накапывает немножечко дождик. Но приятно, что погода хорошая, теплая. Я уже в 3-й раз во Львове. И в 3-й раз здесь идет дождь. Но тем не менее, я очень-очень сильно люблю этот город. Львов – это старинная брусчатка, средневековые храмы и тысячи красивейших зданий. Центр города Львова занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще во Львове изобрели керосиновую лампу, а также здесь родился основатель мазохизма Леопольд фон Захермазах. Ну и наконец, Львов – это вкусно. Я обожаю местные круассаны и кофе, которые здесь подают, очень горячим. Чтобы уехать со Львова в Краков, надо доехать сначала до Австрийского автовокзала на автобусе 3А от оперного театра, который в центре находится. Я на автобус опоздал. Следующий отправляется очень поздно, 8 часов вечера. До этого времени еще 7 часов. Конечно, можно погулять по Львову, выпить немножко вишневки, но времени мало, отпуск заканчивается. Надо ехать. Поэтому отправились в путешествие дальше автостопом. До Кракова всего лишь 360 километров. Не так уж далеко. До вечера точно успеем. Доехал до городка, который называется Шагайни, прямо на границе с Польшей. Осталось пройти где-то, наверное, метров 300. Будет пограничный переход. Есть, я в Польше. Интересно, что возле границы здесь очень много украинцев. А все дело в том, что через украино-польскую границу можно провезти только 1 литр крепкого алкоголя и 2 пачки сигарет. Чем и пользуются предприимчивые местные пенсионеры. Они покупают товар в украинских магазинах, переходят через границу и перепродают его немножечко дороже. А вообще автостопом мне таки не получилось доехать. Поздним вечером я все еще находился на границе, и тогда я решил купить билет на автобус. И мне повезло. Мне досталось место в самом впереди 2-го этажа двухъярусного автобуса. Вид оттуда открывался просто шикарнейший. Но, к сожалению, долго я наслаждаться им не смог, и вскоре уснул. Немножко устал в дороге. Важный лайфхак. В Кракове, как и во многих других европейских городах, проводятся бесплатные пешеходные экскурсии. Расписание легко найти в интернете, а группу можно отличить по желтому зонтику с надписью Free Tour. Я присоединился к одной из таких групп, и около 2 часов мы гуляли по самым интересным местам Кракова. Прогулку мы начали в старинном еврейском квартале под названием Кажемеш, где сам Стивен Спилберг снимал свой знаменитый фильм «Список Шиндлера». А закончили экскурсию на другом берегу реки Висла, у красивейшей церкви святого Иосифа. После этого решил прогуляться самостоятельно и для начала направился к Вавельскому замку, резиденции польских королей, между прочим.